Предварительное заключение. Частые желудочковые экстрасистолы. Как объяснили, это просто внезапное сокращение одного из желудочков, причем это происходит в состоянии покоя. Это стало причиной предварительного недопуска к дистанции 21 километр, к полумарафону. Что с этим делать, я пока не знаю. О, куда летим? О, тренироваться. На Кипр мы полетели с женой. Хороший климат, можно уже было плавать вот в это время. Это время вот сборов, настолько много всего узнаешь, потому что ты все время в этой среде, ты задаешь любые вопросы. Например, гидрокостюм очень сложно одеть без пакета. Сначала пакет на ногу, потом просовываем ногу, снимаем пакет, потом на вторую ногу, потом на руку, потом на вторую руку. Очень много каких-то таких тонких, маленьких моментов. Гидрокостюм натирает шею очень сильно. Особенно, когда вот плывешь час, да, мы плавали, солнце стоит сверху, и открытые части тела, они сгорают. Шея, по сути, она всегда под солнечными лучами. Шея сгорает, гидрокостюм, воротник натирает, мазали разными вазелинами, кремами, вот чтобы как-то спасаться. Натирало до крови у ребят. Отрабатывали транзитные зоны. Есть жесткие правила. Если их нарушать во время стартов, можно получать, по сути, штраф. Штраф тебя ставят в бокс, ты стоишь там, например, 10-15 секунд, 20 секунд. Например, велосипед нельзя взять в руки и пробежать транзитку, и потом сесть на него, если не одел шлем и не пересек определенную, скажем, границу. Как только ты ее пересек, ты можешь садиться на велосипед, на тебе должно быть все одето, то, что необходимо, но в основном это шлем. Также, когда мы после велоэтапа собираемся бежать, обязательно нужно до линии остановиться, полностью слезть с велосипеда. Это значит, что нужно выстегнуться с педалей, да, либо же просто расстегнуть велотуфли и выпрыгнуть с них. Почему я подобрал Кипр именно сейчас? Потому что там уже можно было попробовать себя на дистанции спринт. По сути, я к старту был готов, я плавал непосредственно там. Вот этот сам момент, когда я подготовка вечером, где я наклеивал свой номер на шлем, на велосипед. Очень такой классный момент. Он был совсем не волнительным, но я был в предвкушении, что завтра состоится мой первый старт в триатлоне. Мне очень воодушевляло это. Спринт, плавание 750 метров, 20 километров мы едем, 5 километров бежим. Тренер дал установку. Цитирую. Ребята, завтра триатлон для вас откроется немножко с другой стороны. Пройдите дистанцию так, чтобы вам было тяжело. Если вам не тяжело, вы не дорабатываете. Заплыв в открытой воде. В гидрокостюме немножко непривычно плыть. Первое впечатление. Гидрокостюм одел, в нем вроде классно. Ты находишься в каком-то таком защитном панцире, как будто бы. И он немножко держит выше на воде. Чуть-чуть ограничено движение, наверное, в руках. Все-таки, когда делаешь длинный грибок, да, то немножко тянется. Но при этом скорость все-таки выше. Немножко я перестарался на велоэтапе, что потом сказалось на моем самочувствии. Я чуть-чуть завысил пульс. Пробежал неплохо, я восстановил все-таки пульс после велоэтапа. Как потом я понял, упадок сил, это состояние, когда у тебя нету желания вообще ничего не делать, это, наверное, как раз суперкомпенсация, да. То есть я услышал такой термин, когда ты дошел до какой-то фазы, по сути, дна, ты выходишь на другой уровень по выносливости. Конечно же, мы подходим очень серьезно к нашей цели и, соответственно, проводим все необходимые обследования, анализы. Я проходил комплексное обследование, в которое входила беговая дорожка, тредмил, анализ крови на электролиты, биохимия крови, денситометрия.
Очень много было разных обследований и анализов, и проблема вылезла там, где мы ее не ждали. Частые желудочковые экстрасистолы. Пугает то, что предстоит еще столько всего. Тренировочный процесс, старт в октябре, а мне говорят, что вам нельзя бежать. Тренер запретил, сказал, ты не бежишь. Он мне дал контакт человека, сказал, срочно свяжись с ним. Мы отправили все заключения, которые у нас были, а их было несколько. Это был и мониторинг с помощью методики Холтера, более чем 20 часов. Ходил с аппаратом, который измерял мой пульс, измерял мое давление. Специалист, который посмотрел, сказал, что есть проблема. Проблема это во время восстановления, во время отдыха. При нагрузках все будет хорошо, скорее всего, но решать вам. То есть решение за вами. Приняли решение бежать. Установка тренера, пульс не поднимать выше 150. Если что-то, какие-то ощущения дискомфорта, может быть еще что-то в области груди, сердца, мы сразу же прекращаем, сходим с дистанции. Бежалось вообще отлично. Атмосфера меня очень всегда вдохновляет, когда много людей вокруг и чувствуется вот энергетика. И на дистанции еще встречались ребята, соответственно, мы могли поддерживать друг друга, общались, подбегали к Коле. О, Колян, привет! Было классно. Мои родители прививали спорт с детства. Поэтому для меня важно показать Софийке, что вот это интересно, это весело. Рисовал картинку в голове, что я беру Софийку за ручку, и мы вместе добегаем до финиша и пересекаем его. Но оказалось, что она спала, поэтому нам пришлось пересечь вот в коляске с ней. В будущем я мечтаю, что мы будем бежать вместе. Начнем, наверное, с маленьких дистанций там, для деток. И когда-то это будет 42 километра, 195 метров марафонская дистанция. Стартовать в Украине можно от 20 до $80. Это не 500, не 600, не 700 евро, как за границей. Естественно, что первое, от чего мы отталкиваемся, это бюджет. И как бы выбрал велосипед. Самое большое капиталовложение, которое вот как бы есть в триатлоне, помимо там стартов. Есть профессиональный спорт, есть любительский спорт. Профессиональный спорт всегда заканчивается плачевно. Всегда. Не зря спортсмены уходят на пенсию раньше всего. Сочетание углеводов и белков лучше восстанавливает организм, чем просто углеводы. Так, а ну-ка проверим. Красота.